Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется Рапунцель. Это Рапунцель. Но прежде чем мы начнем смотреть историю, я хочу сказать, что я организую первую встречу с моими зрителями в Истамбуле 15 сентября. Так что, друзья, если вы живете в Истамбуле или если вы живете недалеко и вы хотите встретиться со мной, то приезжайте 15 сентября. Для того, чтобы попасть на встречу, нужно заполнить анкету вот здесь. Жду вас там. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, жила-была одна семья. Муж и жена. Жена была беременна. Она ждала ребенка. И эта семья, они были очень счастливые. Они очень сильно ждали их первого ребенка. Очень долго они не могли иметь детей. Но наконец-то она забеременела. И вот рядом с домом этой семьи был сад. Да? Это сад. И в этом саду рос колокольчик. Это колокольчик. Но по старонемецкому это называется Рапунцель. По-русски мы говорим колокольчик. И когда жена увидела этот колокольчик, она поняла, что она очень сильно хочет сделать салат из листьев или из корней, да, этого дерева, из луковиц, и съесть его. И она ничего не хотела есть. Она только думала об этом колокольчике. Но проблема в том, что это не был обычный сад. Этот сад принадлежал злой ведьме. Да. Вот. Но так как она очень плохо себя чувствовала, то муж решил помочь жене. И ночью, когда было темно, он забрался в сад, и он выкопал этот колокольчик, сделал салат, она поела, и ей так понравилось, что она захотела еще. И на следующую ночь он снова пошел в этот сад, он выкопал колокольчик, и в этот момент там оказалась ведьма. И она его поймала. Она сказала: «Как ты смеешь брать мой колокольчик, мой Рапунцель?» Он сказал: «Прости, пожалуйста, это для моей жены, она беременна и ничего не хочет есть, только этот колокольчик». Тогда ведьма сказала: «Ха-ха, в таком случае бери сколько хочешь, но при одном условии. Когда ребенок родится, вы его мне отдадите». Он сказал: «Да, все сделаем». Он пообещал, конечно, потому что он понимал, что если не будет колокольчика для жены, то она умрет, потому что она ничего не хотела есть, кроме него. И так и сделал он. Когда у них родилась девочка, то в этот момент пришла ведьма, и она забрала ее. Она сказала: «Ха-ха, я назову ее Рапунцель, как тот колокольчик, который ты ела». Они просили ее: «Пожалуйста, не забирай девочку». Но она ничего не хотела слушать. Она забрала ее и увела к себе домой. Вот, далеко-далеко. И, конечно же, девочка жила вместе с ведьмой. А девочка росла и росла. И когда ей было 12 лет, она была уже очень красивой девочкой. И у нее были очень длинные золотистые волосы. Вот. Да. Она не знала ее маму и папу, потому что у нее была только ведьма.
ее мама. Но ведьма видела, что Рапунцель такая красивая, и захотела ее спрятать, да? Спрятать, чтобы никто не видел. Вот, поэтому она отвела ее в лес, в густой лес, где очень много деревьев и нет никого. Ведьма наколдовала и сделала большую башню. Да? Там оказалась высокая башня. И тогда она посадила Рапунцель в эту башню, но у башни не было входа. Да? Но как же ведьма могла подниматься на башню? А все дело в том, что у Рапунцель были длинные волосы, да, вы помните? Поэтому она каждый раз, когда она хотела навестить Рапунцель, она подходила к башне и говорила: «Рапунцель, Рапунцель, покажись, спусти свои косоньки вниз». Да, коса – это коса, когда девушка сплетает, да, это коса. Вот. И Рапунцель так и делала, она спускала ее косоньки, и по этим косонькам вверх поднималась ведьма в башню к ней. И так было очень долгое время. Рапунцель взрослела и взрослела, и вот через много лет по этому лесу проезжал принц на белом коне. И он услышал, что кто-то поет очень красиво. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Не как я. Вот. И тогда этот принц, он подумал: боже мой, кто это поет? У кого такой ангельский голос? Он пытался найти, и он увидел большую башню в центре леса. Но он не видел, как подняться на башню, потому что в этот момент Рапунцель, она не спускала ее волосы. Он даже не видел ее, она была внутри. Вот, вот так. Да? Это выглядело вот так, когда он пришел. Вот. Он думает: как, где, как туда подняться? Он не мог понять. И так много раз он приходил, искал, как подняться на башню, ничего не мог найти. И вот однажды, когда он был здесь, он был в кустах и наблюдал, и слушал, как красиво поет девушка. В этот момент появилась ведьма и сказала: «Рапунцель, Рапунцель, покажись, спусти свои косоньки вниз». Да? И Рапунцель, она снова показывалась, спускала косоньки, и ведьма поднималась к ней. Тогда принц, он понял: ага, значит, это волшебное слово. Тогда, когда ведьма, она ушла, и уже было темно, и никого не было. Тогда принц, он сошел с коня, подошел к башне, и он сказал: «Рапунцель, Рапунцель, покажись, спусти свои косоньки вниз». И Рапунцель спустила косоньки. Она не знала, что это принц, она думала, это ведьма. И когда принц поднялся в башню, то Рапунцель, она испугалась, потому что она никогда не видела мужчин. Но он сказал ей: «Эй, все хорошо, мне просто хотелось узнать, у кого такой ангельский голос». И они разговаривали, и он часто приходил к ней в гости много раз, каждый вечер, каждую ночь, да? И он играл на лютне для нее, она слушала его музыку, и тогда он ей сказал: «Рапунцель, выходи за меня замуж, да? Выходи за меня замуж, будь моей женой». И она согласилась. Но он сказал: «Но как ты можешь идти вниз?» Она сказала: «Хорошо, тогда каждый раз, когда ты будешь ко мне подниматься наверх, приноси с собой маленькую веревочку». Да? Это веревочка, да, или ниточка. И из этой ниточки, из этой веревочки, она может сплести большую и толстую веревку, чтобы потом можно было по ней спуститься вместе с принцем. Так он и сделал. Каждый раз, когда он приходил к ней, он приносил
новые ниточки, и новые ниточки, и новые ниточки. И потихоньку она делала эту веревку, она ее плела. Но вот однажды, когда принца не было, и там была злая ведьма, да, она была у нее, у Рапунцель. Рапунцель что-то замечталась, и она такая говорит: вот почему так тяжело тебя поднимать, но так легко поднимать принца? И тут ведьма поняла, что в это время к ней все время приходил принц. И она сказала: «Ах ты, неблагодарная! Я тебя вырастила, дом тебе дала, а ты меня одурачила!» Тогда она взяла ее длинные волосы, ее косу, она взяла ножницы и она их обрезала. После этого она ударила ее по руке, и тогда Рапунцель телепортировалась в пустыню. Да? Это пустыня. Вот. И после этого ведьма осталась в башне, а принц, он не знал, да, где Рапунцель. Тогда он подошел к зданию, как обычно, к башне, и сказал: «Рапунцель, Рапунцель, покажись, скинь косоньки вниз». И ведьма взяла эти косы Рапунцель, и она их спустила вниз. Принц поднялся, но когда он поднялся, он увидел эту ведьму, и он сказал: «А где Рапунцель?» Она сказала: «Ха-ха-ха, ты ее больше никогда не увидишь». И что случилось? Она его столкнула, да, так, пиум, и он упал из башни вниз. И когда он падал, он упал в кусты ежевики, а они были очень и очень колючие. И когда он упал вниз на эти кусты, то он упал на его глаза. И тогда он ослеп. Он больше не мог ничего видеть. Да, бедный принц. Итак, принц долгое-долгое время, слепой, незрячий, он ходил по всему миру и искал его любимую. Да? Он ходил, он уже был очень некрасивый, потому что у него была грязная одежда. Он выглядел как бездомный человек. Да, он ходил с палочкой везде и спрашивал: «Вы не знаете, где Рапунцель?» Никто не знал. И вот однажды, когда он шел по какому-то маленькому лесу, недалеко от пустыни, то он услышал пение «ла-ла-ла, ла-ла-ла». И тогда он понял, что это его Рапунцель. И он быстро побежал к ней. И когда он прибежал туда, то он увидел девушку красивую. Нет, он не увидел, потому что он ничего не видит. Он подошел к ней, но она его сразу узнала. И у нее уже было 2 маленьких ребенка. 1 мальчик и 1 девочка, у которых были красивые золотистые волосы. Конечно, он их не видел, но он понял, что это она. Она его узнала, она его обняла, и она начала плакать. «Бедный мой принц!» И когда она плакала, то ее слезы попали ему вниз на глаза. И тогда и случилось чудо. Да, чудо. Это значит, что он снова смог видеть. Это было чудо. И тогда принц и Рапунцель вместе, тогда они поженились, и она стала принцессой. И стали они жить вместе долго и счастливо. Конец. Вот, друзья, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилась эта история. И напишите в комментариях, какую другую историю вы бы хотели услышать. Как обычно, по традиции, хочу сказать спасибо всем людям, которые поддерживают мой канал, моим патронам, а особенно моим суперпатронам, таким как Лиз, Джоэл, Бирк,
Джефф и Джош. Спасибо вам большое, друзья. Если вы также хотите поддержать мой канал, вы знаете, что делать. Переходите по ссылочке вон там. Еще раз спасибо всем, до скорого и пока-пока!